Друзья, Австрия, маленькая деревушка, Седерхаус. Добрый день! С вами сегодня Володя, и мы сегодня в Австрии. Мы здесь проездом. Посмотрите вот на этот вид. Мы сегодня ночью проехали 1000 километров. Мы собрались в Хорватию. И так как мне немножко слабо проехать 1400 километров за раз, мы один день проводим вот в таком вот прекрасном месте. Это лыжно-курортный район. Летом здесь, как говорится, можно не за маленькие, не за большие деньги снять вот такую комнату. Вот видите, вот этот балкончик, это где открытая дверка, наша комната. Ну, сразу можно сказать, 120 евро с завтраком. Нормально. Друзья, мы сейчас прогуляемся, и в сегодняшнем видео я вам просто покажу эту прекрасную, красивую деревушку. И можно сказать, что это начало наших приключений в сторону Хорватии. Так что пойдемте посмотрим немножко деревушку. Ирмгард называется этот маленький домик, или их пенсион, как это будет. Вообще очень приятные хозяева. В Австрии вообще все, вот мы вот сколько были в Австрии, очень даже приветливые, добрые люди. У нас было по договоренности, что мы можем заехать в квартиру или в комнату в 10. Мы приехали 8:30. Не успели заехать во двор, уже женщина вышла, поприветствовала нас и говорит: ну, заходите, не надо вам ждать до 10 часов. Она говорит, только, говорит, завтрак надо подождать, потому что они нас ждали к 10. Быстро накрыла на стол, мы позавтракали. Сразу же она нас спросила, как мы хотим обедать, потому что обед здесь у них в 12, а в 12 нам уже проспали, получается, потому что уже без 15:02. И она теперь договорилась здесь снизу, в другой деревне, с одним рестораном, чтобы нам 3:30 накрыли стол и можно будет покушать. Так что вообще все так ништяк. Мне нравится пока. Красота. Идет ремонт ручья. Это горная вода. И, кстати, ребята, везде идет ремонт, все подкрашивают, готовится. Как говорится, все делается для туристов. Как понимаю, здесь в основном это все ориентировано на туристов. Ну, зимой, я так думаю, тут движняк хороший. Ну, а летом в горы вот сходить, я вот с Романом сейчас мы разговаривали, мы любители ходить в поход. И мы бы с удовольствием сходили в горы, но времени нету. Мы погуляем, потом кушать и спать, раз утром раньше дальше ехать. Ну вот, блин, меня прикалывает, вот здесь отдыхать можно, вот так вот все открыто. Вот мы где живем на севере, мы бы сейчас шли, видали бы только одни зеленые кусты. Ну, у нас забор типа. Здесь все огороды открытые. Ну, а что им, как закрываться? Дело в том, что ну, поставишь ты забор, поднялся чуть на гору выше, и все равно ты можешь в огород смотреть. Вот. Спереди совсем старый дом, у них даже черепица вроде бы деревянная. Ну, а так вот, смотрите, вот туда вдаль, это просто классно. Я до этого, как вот проснулся, наверное, еще минут 15 стоял на балконе и просто смотрел вот в эту тишину. Немножко успокаивает. Мы как-никак, ну, не в большом городе живем, но все-таки у нас где-то 80 тысяч населения город. И все равно какой-то вот движняк есть. И когда находишься в такой вот маленькой деревушке, где, кстати, каждый друг друга знает, и калитки они не закрывают. Мы сегодня утром приехали, ну, немножко не могли найти, так как наш отель сверху, или можно сказать, ну, назовем его отель, это маленький такой вот домик, но они все вот такого вот вида. И мы остановились возле пекарни, и жена хотела спросить, где находится наш отель или как проехать. Она зашла, все открыто, лежит на прилавках, бери, что хочешь, никого нету. Говорит, минуты 2 это стояла, не знала, что сделать. Так что у них здесь, они не боятся, что кто-то приедет, что-то украдет. Вот. Так, ребята, мы сейчас немножко еще спустимся, и я вам покажу еще что-то.
что-то, чего я еще сам не видал. Вот, смотрите, вот эта вот эта избушка совсем старая. Вот. Такая вот деревянная черепица покрывает. Классно. Не надо никакой краски, ничего. Вот, смотрите. Если кому интересно, я вот показываю. Кому не интересно, перематывайте. Это старая, смотрите. Здесь они... О, тут идет вода. Мне кажется, тут даже все это работает. И потом крутится это колесо, типа как мельницы. Так, ребята, гуляли и набрели вот на такой, кажется, ключевая вода, так как здесь вот висит такая кружечка. Видите, и никто ведь не ворует кружки здесь. Я наберу и попробую водичку их. Потому что я не могу пройти мимо. Роман, спасибо. Холодная и... Роман, ты должен попробовать. Очень вкусная вода. О! Вот уже из-за этого стоило сюда приехать. Так, Роман, меняемся. Сейчас вот гуляем с Романом, и я Роману говорю, что было правильным решением все-таки сделать здесь перекур. Приятно гулять. Ну, мне кажется, будет не очень приятно подниматься потом наверх. Ну, кстати, идет дедушка к нам навстречу, и мне кажется, ему горы по колено. Друзья, вон оттуда мы спустились, так что нам туда еще подниматься нужно будет. Я считаю, самый красивый домик, который здесь находится. Ну да, конечно. Мы с Романом спустимся еще вниз. Кстати, хотел еще показать. Вот эта вот картина меня впечатляет. Завораживает, можно сказать. Сверху снег еще лежит. Не успел растаять. Мне кажется, он даже и не тает. Даже если будет сильно жарко, сверху будет еще холодно. Так, пойдемте. У нас на севере пошла мода покупать роботов траву косить. А они очень просто решили проблему. Просто пускаешь вот коров. Я не знаю, вам видно, нет? Вон там коровки. Они просто щипают траву. Возле нашего дома там барашки. Я хотел вам показать, так и что-то заболтался и забыл. Просто много впечатлений, много что есть и нужно показать. Кстати, опять вон можно напиться водички, даже набрать водички немножко. Но вода вкусная. Мы потом наверх пойдем. Так что жажды здесь никто не умрет. Ну и, конечно, раз мы уже включили камеру, спереди находится маленькая церквушка, так как на юге Германии или в Австрии почти что в каждой деревушке находится вот маленькая церквушка. Очень верующие люди, и ну, людям нужна вера. Ну, сейчас мы находимся на главной улице, да? Мы немножко спустимся, там магазинчики посмотрим. Кстати, спереди там пекарня, там, где мы останавливались и спрашивали дорогу. Как говорится, видно, что деревня маленькая и друг друга они все знают. Вот. Друзья, вот смотрите, что означает, когда живешь в деревне. Есть обеденный перерыв. Даже у продавцов есть перерыв на обед. С 12 до 3 у них перерыв. И работают до 6, не больше. Не как у нас. До 9, до 10 магазины открыты, с 6. Главное, чтобы все время люди приходили, покупали. Здесь маленькая деревушка. Есть определенное время, когда ты можешь ходить в магазин. Не успел, придешь завтра. С одной стороны, я считаю, это хорошо. Так как люди берут себе время на отдых, да? Что работа — это не самое главное. Друзья, но я опять же повторюсь, в этой деревушке все для туристов.
Смотрите, еще одна фишка. Если вам нужны книжки, вам не надо в библиотеку ходить. Все на честном слове держит. Такие вот библиотеки, да? Можно брать книжки, читать. Можно свои книжки принести сюда положить. Кто-то, может, хочет почитать. Так что, если есть ненужные книжки, то носите сюда. А рядышком кабинка. Ребята, такого вы в Германии не увидите. Автомат, телефон и телефонная книга. В наше время, время смартфонов, это большая редкость. Мне кажется, я как-то смотрел репортаж, в Германии нету почти что уже телефонных будок, так как в них никто не нуждается. А здесь, в такой вот деревушке, стоит телефонная будка. Кстати, я проверю, или она вообще работает. Может быть, это просто так, для красоты. Идут гудки. Классно. Ну, нужны монетки. Надо монетки закинуть. Ну все. Вдруг кто не позвонит. Да. Ребята, мы с Романом сейчас идем наверх. Нам надо скоро ехать кушать. Я вам потом покажу еще ресторанчик. И потом подключимся, да? Вот я понимаю, скворечник, ребята. Так, мы подъехали к ресторану. А здесь вот такой вот скворечник. И даже свои дрова, чтобы печку топить. Надпись над входом. Я перевожу: держите крепко наследство ваших отцов. Вот здесь, в этом, как говорится, регионе очень крепко держатся за традиции. И я считаю, это самое главное, что вот многим не хватает. Давайте. Слышите, уже наши там галдят. Вот. Печки, печка, печка. Вообще классно. Все здесь такое туристикаль. Ну, это дает какой-то такой шарм. Так, в другом комнате сидят наши, не буду их показывать. Кушать мы заказали. Вот так вот у них можно покушать. Ну что ж, друзья, время подходит прощаться, но прежде чем вы отключитесь, хочу вас прокатить сейчас обратно, показать местность. Так что не отключайтесь. Просто можете поставить лайк, написать комментарий. Ну и еще минутки две посмотрим дороги в Австрии. Я сейчас повешу камеру и будем смотреть. Спасибо, что погуляли со мной. Надеюсь, вам понравилось. Так что поехали!